Война. День 223. Ситуация на фронтах. Альянс свободы. Германия, Дания и Норвегия профинансируют поставку новых САУ «Сюзанна-2» для Украины. Это современные словацкие самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм, которые уже есть у Украины и хорошо себя зарекомендовали. У «Сюзанна-2» есть автомат заряжания, и она способна вести огонь на расстоянии до 40 км. Экипаж составляет 3 человека, а отличительной особенностью является то, что у нее колесное шасси, что позволяет быстро перебрасывать САУ на большие расстояния своим ходом, без использования спецтехники. Восток. Украинские силы продолжают развивать успех, оттесняя россиян дальше на восток. Российская затея встать в оборону по Осколу полностью провалилась спустя всего 2 недели после поражения в Балаклейско-Изюмской операции. Россияне отступают к Сватово, а ЗСУ освободили практически всю Харьковскую область. Сегодня поступают кадры из Александровки и Боровской Андреевки, но украинские войска продвинулись дальше. Так, российские военкоры жалуются, что трасса Кременная-Сватово уже под огневым контролем. Напомню, что ранее подобные жалобы проходили с трассы на Лиман, но там они заявляли, что русские здесь навсегда. Сейчас к Сватово активно завозят мобилизованных, дабы хоть как-то остановить фронт. Вероятно, что и тут штурма города не будет, а украинские войска просто обойдут его с флангов, вынуждая россиян к сдаче или отступлению. Также сообщается о боях на подступах к Кременной. На правом берегу Северского Донца украинские силы постепенно продвигаются к Лисичанску. В свою очередь, вагнеровцы продолжают атаковать в направлении Бахмута. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без каких-либо продвижений. Юг. Украинское наступление на севере Херсонской области продолжается. Причем после прорыва первой линии обороны россияне так быстро развили свое отступление, что наступающие украинцы все никак не могут догнать их, дабы вступить в бой. Сегодня в сети полно кадров с украинскими войсками в селе Дудчаны, то есть за одни сутки ЗСУ продвинулись на 30 километров. Соответственно, все населенные пункты севернее тоже освобождены, хотя официально это пока не объявлено. Но и это еще не все. Линия фронта не в Дудчанах, а южнее. По крайней мере, сейчас российские войска были замечены в Меловом, в 15 километрах южнее. Но не факт, что и оттуда они не уйдут. Таким образом, лишь вопрос времени, когда данное наступление объединится с левобережным плацдармом на Ингульце. К слову, там 35-я бригада морской пехоты наконец-таки заняла Давыдов Брод, перерезав тем самым дорогу на Большую Александровку. Впрочем, похоже, россияне отступили со всей территории севернее, и в скором времени мы узнаем о освобождении населенных пунктов там. Тут снова российские войска превосходят в скорости украинские, которые за ними не поспевают. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, комментариям, подписке и колокольчику.